Итак, всем привет! Сегодня хочу записать видео по разметке. Получается, с чего там все начинается, как я все это делаю. Потому что, в принципе, весь процесс укладки плитки, он понятен, а вот по разметке всегда вопросы возникают. Ну, так хочу вот примерно показать, как все это происходит. Ну, в первую очередь, это, естественно, там определяется, где там будет лежать плитка, какие там ширина, туда-сюда. Ну, то есть вот в этом случае, получается, уже землю выбрали именно в том месте, где будет плитка лежать. То есть тут вот будет такая площадка под наклоном, туда дорожка пойдет. То есть с самой плиткой, где она будет лежать, понятно. То есть это все сами заказчики придумывают, как это все лучше, как им нужно, как им хочется. Дальше по уклонам, естественно. Привязка к уклонам — это самое, типа, такое важное. Ну, на примере этого участка. Например, здесь вот нам надо придумать, на какую высоту поднять эти все бордюры. То есть на такую, это непонятно, да. Ну, у нас есть уже готовое строение. Вот тут привязываемся. Одна точка будет. Вот здесь у нас 0. Опускаем. Ну, если мы на этот уровень поднимем, то это уже перебор, да, поднимаем. Поэтому сделаем ступеньку, типа на 15 ниже. Вот у нас точка есть. Одна точка есть. Дальше делаем, естественно, от дома уклончик. То есть тут у нас раз, два, три, 4, примерно 4 метра. Сделаем сантиметра 4 туда уклон. То есть эта точка есть, туда уклон 4 сантиметра сделаем. Фикс. Потом тут у нас будет дорожка идти. Естественно, дорожка должна быть тоже с уклоном от дома. Тут метровая, то есть сантиметра 2 туда. И тут естественный уклон туда идет. Он типа участок так идет. Если мы будем делать тут ровно, то получится, ну, плохо получится. То есть надо подстраиваться под местность уже. Потому что если мы здесь делаем ровно, ну, в тот же уровень, то вот, ну, понимаете, да, проблемка. То есть мы тут подстраиваемся под рельеф. Но не только под рельеф, еще и под ступеньку с той стороны. То есть так работает эта вся процедура. То есть мы подстраиваемся под существующее строение, плюс под рельеф. Нам надо и то учесть. Смотря что раньше появилось. Если уже строение есть, ну, естественно, благоустройство не начинает раньше строений, поэтому по-любому. Вот у нас тут тоже есть ступеньки. Получается, мы их не будем вровень делать, ну, просто похорониться, а сделаем, ну, тоже на 15, может, чуть меньше, там 12, ниже. И уже будет уклончик вот сюда идти. Ну, и тут так и земля, так и сюда уже все вырисовывается. То есть у нас уже есть несколько точек. Потом эту площадку мы делаем, то есть от этой точки, вот нам еще надо привязаться к сарайчику. Там нивелиром стрельнем, сколько получается. То есть, если мы сможем сделать примерно в один уровень, где он получится, то сделаем. Если нет, то типа с уклончиком куда-нибудь туда, чтобы стекала вода туда. Нам тут нивелирчик необходим постоянно на этих работах. Выставляем. Если у вас нет нивелира, то можно, в принципе, уровнем, да, если вы там себе делаете. Но это долго и сложно, но возможно. Типа надо ниточки натянуть. Ну, то есть взяли один колышек, вторую нитку натянули и уже уровнем. Типа делаете сначала уровень, а потом уже опускаете линейкой на нужный вам уклон. Все, нам надо стрельнуть ту точку и ту точку. Если они нам подходят, то это окей. Если не окей, то не окей. Так, поставим на ту ступеньку. Потом, ну, отнимем, сколько там нам надо, 15 сантиметров. Так, у нас тут 13,2. Потом стрельнем там.
Вот сейчас у нас разница, вот я поставил наверх ступеньки и на землю 30 сантиметров. То есть если я сюда 15 опускаю, там 15 поднимаю, то будет нормальная площадка ровная. Но если я тут на 15 поднимаю, то в принципе будет низковато. То есть в идеале хотелось бы, конечно, прямо до сюда поднять, но если я до сюда подниму, будет слишком большой уклон обратный. То есть я на 15 только могу поднять. Вот настолько. Ну вот таким вот простым способом мы определяем, насколько я могу поднять, насколько не могу поднять. Все, в принципе. Сейчас надо уже нитки натягивать, колышки убивать. Когда по высотам разобрался, уже надо сейчас по направлениям. Привязываемся сначала вот к террасе. Получается, эта дорожка у нас будет немножко отступать. Тут зеленая зона, а потом дорожка пойдет. То есть начинаем, одинаковое расстояние от террасы. Ставим колышки. Сейчас нитку натягиваем. Потом уже от этой нитки будем дорожку саму эту разбивать. Она будет 1,10 м. То есть это уже полоса у нас разобьется. Потом уже от этой дорожки будем дальше плясать. Эти колышки выставил на одинаковом расстоянии от террасы. Сейчас буду нитку натягивать и продлевать полосу туда дальше, чтобы было с запасом. Потому что тут уже привязаться не к чему. Мне надо продлить линию дорожки. Можно уже нитку посильнее затянуть. Она у нас примерно так и останется. Потом уже высоты подрегулировать уровнем. Это лишнее. Теперь вот одна полоса есть. Теперь буду вот эту полосу разбивать. От этой нитки сюда 1,10 м. Ну, потому что у нас будет плитка 1,10 м, потом бордюры. Колышек втыкаю так, чтобы нитка была по правой стороне, чтобы она потом не мешала бордюры устанавливать. Забили. Там он покривился. Перепроверяем. 1,10 м. Еще надо плитку померить. Только сейчас подумал. Типа нам надо выложить плиток. Ну, на такую ширину, на 1,10 м, и посмотреть, сколько запаса давать. Ну и вот, типа, пару минут разбивки прошло, и сразу вот мы втыкаемся в проблему. То есть мы планировали сделать вот такой уровень, потом туда уклончик, и типа все окей. Но если мы сделаем такой уровень, как мы хотим, то с уклончиком придет плитка вот сюда. Да? То есть не хотелось бы, да, чтобы вот этот весь слой земли сдирать, куда-то выносить. То есть лучше подстроиться уже под эту точку земли и поднять. Ну и у нас получится подъем вот сюда. То есть точки уже поменялись. То есть вроде бы хочется так, со ступенькой, но типа в процессе разбивки все меняется и так. Ну это логично, потому что типа, участок поднимается туда, и если нам с уклончиком, то есть надо будет выдирать прям много земли. Если есть возможность, то есть бывает, что нет возможности. Вот я предыдущий участок делал, там была тоже терраса, и я уже не мог туда поднять. То есть была максимальная точка, и там уже ничего не поделаешь, там придется выдирать землю. А вот здесь мы еще можем поиграть, поэтому если есть такая возможность, то лучше, чтобы минимизировать в дальнейшем все работы. Поэтому мы поднимем вот до сюда и придем уже вот сюда. И нам не надо будет вырезать всю эту землю. Нюансы.
Теперь меряем плитку. Получается, у нас тут раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это 1,20 м должно быть. Если так, то 1,10 м. Нам надо 1,10 м. Тут смотрим, чтобы она ровно была, без зазоров сильных. Меряем. Фигак. Короче, у нас тут вместо того, чтобы 1,10 м, получается 0,8 м. То есть сантиметр надо давать целые запасы. Нормальный такой запасик. Ну, то есть это большой и очень запас на 1 метр. То есть если у нас площадка будет 5 метров, то уже 5 сантиметров запаса надо давать. Это вот такой момент, который я все время не могу подрасчитать нормально. Забываешь, где какой производитель. У кого-то меньше. Вот много в прошлом году было, где наоборот меньше. Вот, получается, у нас 1,11 м надо отступать. 1,11 м. Вот это важно, конечно, чуть не упустил. Просто обычно, вот когда берешь железобетон, там на метр, и вообще вот метр и есть метр. А тут на 1 метре уже целый сантиметр. Это... Вот. Там продублируем. Но земля жесть твердая, конечно. Метр 11. Все, сейчас нитку дотягиваю грамм до туда и тут чуть-чуть запасиком. И уже у нас будет, в принципе... по высотам потом еще перетянуть. Тут 2 сантиметра уклон сделаю. Типа, та будет выше, а это ниже. На таких маленьких дорожках уже можно типа просто уровень отбить. Типа не обязательно нивелиром там уже бегать. Желательно, чтобы на нитке не было узлов, потому что если есть узелки, то бордюры устанавливать, конечно, они все мозги нам. Это сраный маленький узелок. Так, эту линию мы продлеваем. Тут трактор косо выкопал чуть, надо откапывать больше. Ну, а все эти такие вот нюансы, естественно, обговариваются с заказчиком, потому что я же не могу сам, типа, придумать так, я хочу, чтобы вот тут меньше земли, может ему хотелось бы снять землю или что-нибудь такое. Тут все согласовывается, каждый нюанс. Поэтому во время разбивки желательно, чтобы заказчик был на месте, потому что по телефону объяснить тяжело. Типа, все эти уклоны, там, типа, надо, чтобы... Тут бывает даже на месте тяжело как-то проектировать в башке, как это все будет смотреться по телефону. И подавно. Так, сейчас уже можно уровни отбивать. Итак, уровень у нас будет вот такой. Уровня мы дублируем. Херак. Вот так вот. Так, это уровень. Сейчас еще 2 сантиметра. Тык-тык-тык-тык-тык. А как 2 сантиметра? Просто берешь рулетку, выставляешь уровень, теперь уже в уровень, и до нитки, оп, еще чуть-чуть. Уровень выставляю. Всего 2 сантиметра. Показать более подробно? Конечно. Вот как на дорожках получается при помощи уровня сделать уклон. Просто ложим уровень на нитки. Ну, это типа если руки свободны. Выставляем его в уровень, получается. Тык-тык-тык-тык. Чтобы булька была ровная. И потом от уровня до нитки на 2 сантиметра опускаем. Все. Перепроверяем.
На больших площадках, конечно, это нивелир нужен. Так, эти отметки у нас уже есть. Получается, разуклонка туда есть. Эта точка есть. Сейчас эту площадку мы сделаем просто, ну, продублируем здесь в один уровень, а потом тоже с уклончиком туда. Тут уже легко. Ну, почти легко. Тут надо просто еще параллельно той дорожке сделать, чтобы не было на косую. Ну, хотя тут можно, но надо уже придерживаться. Мне потом будет легче с подрезкой. Ой, у нас тут размер. Надо, может быть, попробовать разметить под то, чтобы не подрезаться. Это 3,7. А нам, чтобы без подрезки, то есть на 1 метр 1 сантиметр добавляется. А если 3,7, то 3,7 сантиметра добавить надо. Ну, потому что плитка у нас на сантиметр. То есть получается 3,7 сантиметра добавить, чтобы было без подрезки. Значит, если нам 37, то будет... Сколько будет? 3,70. 3,70, 3,70, 3,7. Угу. 3,70. 3,7. Вот так вот будет. Ну, в теории, типа, должно быть без подрезки, но потом посмотрим. Ну, там такое же расстояние надо. Потом сюда прийти, чтобы 1,10 м. Не, метр, потому что тут ступенька еще метровая. На метр выйти. Но это надо тут на метр выходить. Вот тут где-то. Так, эту точку я перенесу просто по уровню, в принципе, чтобы они были одинаковые. Окей. Здесь тоже уровень должен быть такой вот. Ну все, эти точки есть. Эту точку надо перепроверить. Но чтобы ее перепроверить, надо сюда поставить нивелир и перенести туда. Тогда будет равномерный. Эту точку переносим параллельно на ту точку. 18,25. Да, мы, в принципе, можем один уровень сделать, потому что у нас все равно стек туда. То есть нам в эти стороны уже не обязательно. 18,25. И надо такую же сюда. Ну, так, пока примерно, потом уже буду поднимать рулеткой.
Так, поднять на 10 сантиметров. И тогда будет только чуть-чуть еще. И будет у нас эта отметка тоже готова. Вот десятка. Отсюда. Все, получается, эта площадка у меня сделана. Сейчас будем смотреть, ну, под бордюры разметку. Ну что у нас тут? Эта площадка готова до той дорожки. Там заднюю часть осталось разбить. Эту точку я продублировал туды. Так, что тут еще по нюансам? Тут вот, короче, эта вот дорожка идет. Вот она идет прямо. А там вот еще продолжение маленькое есть. Потом с тупиком. И вот мне надо ее сделать параллельно этой дорожке. Потому что если она будет идти, ну вот как в земле откопали, она в сторону, то потом я буду плитку тут класть ровно, а там будет клин такой. Ну, то есть мне пришлось натянуть нитку вдоль этой вот дорожки, вот туда прям продлить, и потом уже от нее параллельно отмерять. Ну, чтобы эта дорожка была параллельно той дорожке. Чтобы не было клинов в плитке. Потому что плитка у нас кирпичик, и эти клини, они не будут красиво смотреться. Если бы это был старый город, так ладно. Ну вот. Типа она в сторонке, и надо, чтобы параллельно шла. Так она выкопана земля чуть в бок, и будет некрасиво. Так вот пришлось натянуть нитку. От этой нитки сюда ровное расстояние. Ну и уже от этой сюда. Так вот получилось параллельно. То есть я должен класть, и оно все должно быть красиво. Ну, по высотам, то есть все в одном уровне. Чуть-чуть с маленьким уклоном сюда. Так, ну сейчас я эту площадку еще по этим... По направлениям я выставил, сейчас надо по высотам. По высотам, ну, эта точка нам уже дана, мы ее придумали уже давным-давно, тут все хорошо. То есть земля и ступеньки. Эта площадка. Ну, с минимальным уклоном сделаю, типа туда. Тут метров, я не знаю, под 10. Но я сделаю сантиметров 5 уклон. Ну, чтобы, типа, визуально будет все ровненько смотреться, но чтобы все-таки маленький стек был. Ну, нивелир нужен опять. Страдания. Ну и все. Это уже... Тут пару точек осталось еще мне сделать сюда и сюда, но мне уже не хватает ни ниток, ни арматуры, но я так... Это я уже просто для видео хочу попытаться максимально сделать разметку, но в жизни я так не делаю, потому что в этих нитках потом запутаешься, как в растяжках. Вот сделал кусок, потом дальше. Потому что прям всю сделать, ну, ничего неудобно. Мы тут разметку выберем. Эту отметку перенесем к сарайчику. Ну и на 5 сантиметров ниже. 11,5. Значит, сюда нам надо 12. Но нам надо еще это... Это. Наверное, эту точку я сделаю 12. Ну, она в одной линии с сараем, поэтому тут я сделаю 12 и уже в нее нормально нитки понатягиваю. Так, у нас тут 15,7. Это надо ниже на 14, 13, 12,7. Ну, 37. Выше на 37. Так, сейчас типа интересный момент. Надо нитку оттуда натянуть до туда, и эти точки промежуточные уже подогнать. Это уже типа начинаются хитрости.
потому что я их всех так нормально не попереношу, понивелирую. А вот по ниточке так вот хоп-хоп-хоп, у нас полосочка идет. Отсюда до сюда. У нас земля мешает. Нормально сделать. И вот. И эти вот все штуки мы сейчас подгоним. Итак, ну все, я разметку, в принципе, сделал. Все уклоны эти показал, как я делаю. То есть в основном ничего сложного. Просто подстраиваешься под местность, под строения, которые уже существуют. И уже от этого отпираешься. Где-то если вопросы, ну не вопросы, а какие-то нюансы возникают по ходу разбивки, ты там что-то меняешь. Оно может быть цепочкой, типа если ты там все идешь, а потом в конце понимаешь, что что-то не так, то придется все заново делать разметку. То есть такие моменты. Допустим, там вначале ты выбрал один уровень, идешь, в конце понимаешь, блин, что-то там слишком высоко взял или слишком низко, и тебе надо все точки переделывать, получается, подстраиваться там, чтобы компенсировать какое-то там значение. Ну, а так, самые главные критерии — это уже существующая земля, которая есть, и строение уже. Под них подстраиваешься. Вот и все. Ну и уже там решаете с заказчиком, нужны ли ступеньки. Ну, то есть вопрос есть, делать ли ступеньку, либо плавный спуск. Это уже каждому свое, но чаще всего выбирают все-таки без ступенек, потому что ступеньки проблемные все-таки места. То есть и неохота по этим ступенькам ходить. Даже и бывают такие слишком большие уклоны, и все равно не хотят ступеньки, потому что, все-таки ступеньки проблема. Во-первых, и дороже сделать, и геморройнее, и не там типа нестабильные. А площадочку сделал ровненькую. Потом зимой можно с горочки кататься. Ну и работа, да, такая творческая больше, нудная. Одному ее тяжеловато тоже делать. Поэтому, если есть помощник, то лучше брать помощника. Хотя бы просто рулетку поддержать. Один держит, второй натягивает, а то мне надо типа кирпичиком каким-то подлаживать. Эту вот нивелира выставлять, рейку надо, чтобы лопата держала или ветер не дул. Ну, главное правило по разбивке — это чтобы вода уходила от дома. Все. Типа уклон туда, и с участка туда. Все, подальше избавиться, короче. Так, что еще интересного сказать, чтобы пока не забыл. Если нет нивелира, уровень тоже, в принципе, можно справиться. Если есть лазерный уровень, тоже еще лучше. Ночью вышли, постреляли. Это намного быстрее даже, чем нивелиром будет. Типа вышли, установили его в одну нулевую точку, и от него уже потом ходите рулеткой, просто столбики забиваете. Я ночью тут не работаю, поэтому... Это если вы там будете делать где-то. Вышли вечерком, стрельнули. Красота. Что будет, если не будет уклонов? Вода будет стоять, лужи, плитка будет, короче, тоже долго не прослужит. Там будет и мох расти, и песок, ямы какие-то образовываться из-за этой сильно большой влаги. Ну, то есть, получается, там влага будет скапливаться, и вы будете ходить, оно все будет гулять. Поэтому уклоны обязательно. Ладно, может быть, кому-то будет полезно. Понимаю, что видео такие для избранных. Оно не красочные, скучные, больше на лекцию похоже. Но 3 просмотра тоже хорошо. Все, всем пока.